Как мы знаем, октябрь — это самый положительный месяц за всю историю биткоина, поскольку именно в нем он фиксирует активный рост и пробивает новые максимальные уровни. Но вот уже почти половина месяца позади, а тот самый октябрь еще не начался. Да, в начале месяца у него были попытки пробить 65 тысяч, но после он упал ниже ключевой поддержки, а далее снова вырос, что вернуло его на исходную позицию. И по сути мы начинаем месяц заново. Такое неоднозначное поведение цены биткоина вызывает все больше вопросов касательно его движения в оставшейся неделе октября. Но если мы посмотрим, что было с биткоином в прошлом году, то мы увидим весьма интересную картину, поскольку октябрь 2023 года также начался с роста, потом произошло падение, а после небольшой консолидации мы увидели настоящий октябрь. Конечно, я не спорю, тогда было другое время, другие положительные катализаторы и все ждали запуск биткоин ETF. Но разве сейчас этих факторов для роста меньше? Я так не думаю. Ведь только на этой неделе мы увидели продолжение падения инфляции в США, новые исторические максимумы индексов S&P 500 и Dow Jones, впечатляющее начало сезона отчетности американских компаний, а также подготовку к финансированию экономики Китая на сумму 283 миллиарда долларов. А знаете, что сделали большие фонды на фоне таких новостей? Они купили больше биткоина и в пятницу отправили в ETF 253 миллиона долларов. Именно это и спасло его цену от падения ниже уровня 60 тысяч, но поскольку компании США только начинают озвучивать свои доходы за третий квартал, а Министерство финансов Китая еще на 100% не утвердило стимулирование экономики, которая является второй в мире, потенциал увидеть октябрь до конца месяца у нас еще есть. И конкретно сегодня в видео мы подробно разберем, что будет ждать биткоин в ближайшей неделе и как это повлияет на весь рынок. Мы изучим последние экономические отчеты, проанализируем накопления со стороны фондов и, что самое главное, проведем теханализ, который поможет определить ключевые уровни покупки и продажи. Ведь в ролике с прогнозом на октябрь я вам сказал, что перед пробоем 70 тысяч биткоин протестирует ключевую поддержку. Ну а главная задача сегодняшнего видео — это ответить на вопрос, стоит ли ждать рост во второй половине октября или самая затяжная консолидация в истории биткоина будет продолжаться. Обязательно поддержите ролик лайком, ведь когда мы наберем 1500 лайков, мы сделаем для вас большой обзор одной лучшей монеты на четвертый квартал 2024 года. За ваши лайки огромное спасибо, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, как вы могли заметить, на этой неделе было много разных событий, которые вызывали волатильность на рынке, как, например, ИПЦ. И как всегда, мы были 24/7 на связи в нашем телеграм-канале, где каждый день сообщили вам причины падения роста. А поскольку в ближайшие дни нас ждут отчеты по выручке за третий квартал от крупных компаний США, их мы также будем выкладывать в нашем телеграм. Ведь, как показала пятница, они оказывают особое влияние на рынок. Так что обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропускать и оставаться в курсе всех событий. Но, как я сказал в начале, главным событием этой недели стал ИПЦ за сентябрь. И давайте вкратце его разберем, чтобы у нас была четкая картина того, что происходит в экономике США. По факту инфляция в сентябре упала и составила 2,4%, что стало самым низким уровнем с начала 2021 года. При этом я хочу вам напомнить, что это очень близко к цели ФРС, которая составляет 2%. Но несмотря на падение, ИПЦ был выше ожиданий в 2,3%, что, собственно говоря, и стало причиной пробоя ключевой поддержки на уровне 60 тысяч и тестирование недельного минимума 58 950 долларов. А все потому, что такие показатели по инфляции усилили прогнозы по поводу снижения ставки ФРС в ноябре всего на 0,25, а не на 0,50%, как в сентябре. Конечно, сейчас все инвесторы хотят, чтобы Пауэлл снижал ставку чуть ли не по 1% в месяц, ведь это положительно влияет на акции и биткоин. Но для этого он должен убедиться в том, что инфляция уверенно падает. Тем не менее, как еще говорил сам Пауэлл, сейчас есть большие проблемы на рынке труда США. И как раз таки с публикацией ПЦ мы еще получили данные по заявкам по безработице, которые превысили ожидания. А теперь давайте вспомним, почему ФРС понизила ставку на 0,5% в сентябре. А все потому, что 2 августа безработица пробила двухгодовой максимум, что усилило опасения рецессии. Издание КБС сообщило, что это кошмар для ФРС, а известный криптоаналитик Михаэль Ван Депон написал: вероятно, после этого слухи о количественном смягчении и дальнейшем снижении ставок усилятся, а это позитивно для биткоина. Также, несмотря на завышенный
уровень инфляции, экономисты финансового гиганта Goldman Sachs считают, что ФРС уже приблизилась к своей цели. Они прогнозируют, что если ценовой индекс в конце месяца упадет до уровня 2,04%, то это официально станет победой ФРС. Хотя нужно понимать, что такой показатель должен продержаться несколько месяцев, прежде чем мы услышим о полноценной победе. Таким образом, неоднозначные данные по ИПЦ компенсировал отчет по рынку труда, за счет чего понижение ставки в ноябре на 0,50% пока что исключать не стоит. Тем более, что до 7 ноября нас ждут еще много отчетов по инфляции и по занятости США, на которые Пауэлл будет обращать особое внимание перед решением по процентной ставке. Но вот что действительно стало приятным сюрпризом, после которого биткоин вырос под конец недели, так это начало сезона отчетности компаний США за третий квартал. Изначально было очень много прогнозов, что доходы компании разочаруют инвесторов и фондовый рынок упадет, но все произошло наоборот. Первыми крупными корпорациями, которые отчитались о своих доходах, стали американские банки, а именно самый большой банк в США JP Morgan, а также Wells Fargo. Их выручка за третий квартал превысила ожидания, после чего их акции выросли на 4,5%. Такое многообещающее начало сезона отчетности привело к тому, что индекс S&P 500 и Dow Jones пробили свои исторические максимумы. Главный инвестиционный директор Bow Capital Partners Ким Форест заявил, чистый процентный доход раньше был показателем того, преуспевает ли банк или нет. Инвесторы поняли, что они будут зарабатывать деньги и в хорошее, и в плохое время. Действительно, эти первые отчеты по выручке запампили весь фондовый рынок. И единственной компанией, акции которой упали более чем на 8%, стала Tesla, поскольку недавняя презентация нового, как они его назвали, RoboVan, разочаровала инвесторов, ведь его изготовление, как и второй модели Киберкар, может начаться не ранее 2027 года. Причем Илон Маск больше никаких подробностей не озвучивал, что в принципе и не понравилось инвесторам. Кстати, а как вам такой автобус от Tesla? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Что касается выручки JP Morgan и Wells Fargo, то Уолл-стрит склонна рассматривать банковский сектор как барометр здоровья экономики, задающий тон оставшуюся часть сезона отчетности. Именно поэтому мы увидели такой активный рост акций в пятницу, а также это стало причиной, по которой биткоин удержался выше уровня 60 тысяч. Но если говорить конкретно о биткоине, то его спасли фонды, ведь в пятницу крупные американские инвестиционные компании проанализировали положительные отчеты от банков и часть своего капитала, а именно более 250 миллионов долларов, отправили в ETF. И это стало самым большим притоком за всю неделю, что также компенсировало трехдневные оттоки. Но как я сказал, сезон отчетности только начинается, ведь на следующей неделе о выручке отчитаются Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и еще много других компаний. И если их прибыль превысит ожидания, что весьма вероятно после отчета в пятницу, то мы увидим продолжение роста фондового рынка, а также биткоина, которые будут накапливать фонды. Таким образом, это время точно не стоит упускать, а лучше заранее подготовить хорошие сделки и свой криптопортфель перед движением рынка. Но все эти фундаментальные катализаторы, которые мы разобрали, лишь создают общий фон, ведь чтобы зарабатывать на росте или падении разных монет, необходимо знать оптимальные точки входа, а в этом специализируются аналитики нашей подписки Coin22 Pro, которые опубликовали прибыльные сделки на протяжении этой недели, за счет чего мы заработали от 80% на падении Filecoin, от 75% на падении Link, от 70% на росте UP, а также на движении многих других монет. Но кроме прибыльной аналитики, в подписке Pro всех новичков ждет пошаговое обучение с разбором торговых стратегий, а также индикаторов для анализа рынка. И все материалы подкрепляются полноценной практикой с поддержкой 24/7. Также мы поможем вам сформировать спотовый портфель из перспективных монет, который будет приносить профит на пассивной основе. Поэтому, чтобы получить все преимущества подписки Pro уже сегодня и заранее подготовиться к следующей неделе, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Но кроме влияния на криптовалюту со стороны экономики США, дополнительное влияние оказывает вторая экономика мира Китай, который сейчас готовится к финансированию в размере 283 миллиардов долларов. Давайте же разберем, что это значит для биткоина. Вчера министр финансов Китая Луань Фуань заявил журналистам во время долгожданного брифинга, что у центрального правительства все еще есть большой запас для увеличения долга и увеличения бюджетного дефицита, но они воздержались от предоставления более подробной информации. Он добавил, что власти
власти рассматривают планы по снижению налогов, связанных с недвижимостью. Он не назвал конкретных цифр и отметил, что поддержка недвижимости требует подробных обсуждений с политиками. По сути, Китай объявил, что сильно увеличит выпуск облигаций, тем самым предложит субсидии людям с низким доходом и одновременно поддержит рынок недвижимости. Однако Минфин не раскрыл размер фискального стимулирования экономики, но прогнозы аналитиков варьируются примерно от 2 триллионов юаней, это 283 миллиарда долларов, до более чем 10 триллионов юаней. Главный китайский экономист Тин Лу предупредил, что любой такой стимул, как правило, требует одобрения парламента Китая, который, как ожидается, проведет большое заседание в конце этого месяца. Меры фискального стимулирования в Китае привлекли пристальное внимание на мировых финансовых рынках после сентябрьского заседания Политбюро высшего руководства Коммунистической партии, на котором была подчеркнута растущая беспокойность экономических проблем страны. Китайские акции взлетели до двухлетних максимальных уровней в течение нескольких дней. Но у вас, наверное, остается вопрос, при чем здесь биткоин, если даже в Китае он запрещен? На самом деле увеличение ликвидности на китайском фондовом рынке оказывает положительное влияние на биткоин, ведь несмотря на его запрет, китайские инвесторы все равно покупают криптовалюту. Инвесторы ожидают большого финансового стимулирования для больной китайской экономики, что может отразиться на рынке цифровых активов. Это отмечается в отчете Coinbase, а также в нем было указано, поскольку большинство рынков будут закрыты во время следующего брифинга, то мы ожидаем, что трейдеры могут обратиться к криптовалюте на фоне фискального стимулирования Китая. Поэтому до конца месяца мы внимательно будем следить за тем, что будет делать Китай, чтобы решить свои проблемы, а также посмотрим, как приток ликвидности на азиатский рынок повлияет на биткоин. Говоря о его цене, то после падения ниже уровня 60 тысяч в начале этой недели, на фоне роста данных по ИПЦ, цена биткоина уверенно восстанавливается выше уровня 63 тысячи, ведь несмотря на текущую волатильность, биткоин-киты продолжают накапливать биткоин при каждой возможности. Начиная с марта этого года киты накопили в общей сложности 1,5 миллиона биткоинов, что составляет 7% от общего оборота. С другой стороны, биткоин-ETF накопили более 5% от общего предложения, что показывает сильный институциональный спрос. С ростом глобальной денежной массы многие аналитики предполагают, что биткоин также будет следовать этому тренду и достигнет по крайней мере 75 тысяч к концу этого года. Но почему же тогда в последнее время биткоин стоит на месте? С начала октября слабая динамика цены биткоина характеризуется продолжающимся накоплением его мелкими инвесторами. Это объясняется несколькими причинами, включая неопределенность вокруг выборов в США и возвращение роста доходности по облигациям, который был зафиксирован до того, как в пятницу акции показали активный рост, что также привело к росту альткоинов, о которых мы, кстати, рассказывали вот в этом топе. Ведь, например, Суи уже успел вырасти на 40% после видео, поэтому я рекомендую вам посмотреть данный топ с самыми лучшими монетами. Ну а что же говорят последние данные насчет будущей недели? На самом деле свежие сигналы рыночной капитализации указывают на возвращение классического бычьего тренда. Пытаясь догнать американские акции, биткоин проигнорировал новое инфляционное давление, даже несмотря на то, что рынки снизили вероятность на будущее снижение ставок. Ключевые предпосылки для движения вверх дает индикатор импульса RSI, который движется выше нейтральной линии на дневном графике. Анализируя ликвидность биржевой книги ордеров, в отчете материал-индикатор был указан еще две ближайшие цели роста чуть ниже уровня 65 тысяч. В отчете сообщили, Fire Charts показывает, что поддержка биткоина превышает 63 тысячи, и похоже, что быки пытаются бросить вызов 200-дневной скользящей средней. В отчете написали, если у них это получится, то они преодолеют 200-дневный SMI, что может привести к пробою вершины середины цикла 2021 года на уровне 64 900 долларов. Не менее оптимистичный прогноз предоставляет данные по капитализации рынку стейблкоинов, которые повторяют поведение бычьего рынка. Общая рыночная капитализация основных стейблкоинов после периода консолидации на фоне широкого нисходящего тренда выглядела готовой к дальнейшему снижению, и пока биткоин остается внутри этого канала, его цена получает приток ликвидности и растет. Также биткоин поднялся выше уровня 63 тысячи в пятницу, после того как биржа MTGOX перенесла свои планы погашения на 2025 год, снизив напряжение инвесторов. Между тем, данные CryptoQuant показывают, что ликвидации лонгов по биткоину достигли 290 миллионов долларов в четверг, что является самым высоким показателем с 2022 года. Пиковый уровень краткосрочных держателей биткоина также находится около 62 тысяч, что соответствует последним 3 месяцам. Но данные CryptoQuant показали, что устойчивое боковое движение биткоина привело к снижению показателя STH в течение этого периода. Это падение до 40% сейчас указывает, что краткосрочные держатели более активно будут реагировать на колебания цен. Однако аналитики CryptoQuant по-прежнему предполагают, что бычий цикл все еще продолжается. Текущий
Текущее движение рынка отражает цикл 13 и 20 годов, в течение которых долгосрочные инвесторы дважды получили прибыль, а цена биткоина пробивала новые максимальные уровни. И если делать прогноз цены на ближайшие пару недель, то я просто продолжу тот прогноз, который я давал на весь октябрь. В начале месяца я говорил, что биткоин упадет до уровня 60 тысяч или середины вот этого канала, прежде чем он зафиксирует рост до уровня 70 тысяч. Так и произошло. Теперь я ожидаю рост в диапазон 65 тысяч и выше, и его консолидацию в этой области, после чего нас ждет сильное сопротивление на уровне 69 и 70 тысяч. В данном случае биткоину помогут только фонды, которые на фоне роста экономики США будут направлять капитал в ETF и стимулировать его рост. Следовательно, такой октобер, как в прошлом году, мы скорее всего не увидим, но если биткоин закрепится выше уровня 70 тысяч, то это станет хорошим фундаментом для продолжения его восходящего движения в четвертом квартале, чтобы после этого закрыть 2024 год выше уровня 80 тысяч. Тем не менее, нам не стоит забывать про все эти ключевые факторы, от которых будет зависеть движение биткоина. Ведь вы сами можете заметить, как на рынке все быстро меняется, и буквально пару новостей могут перевернуть рынок. Поэтому, чтобы такие важные новости не пропускать, подпишитесь на наш телеграм-канал. Также обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И увидимся очень скоро. Всем желаю удачи и прибыльной предстоящей недели. До скорых встреч!